Oi, Limla? Kibaya! True. Shazzle. Soda Beppy. Ishi Poisa Moikpo. Easy girl. Crave Viva Daisy Daisy. girl. Всем привет! Добро пожаловать обратно в постройки Sims 4. И сегодня у нас постройка квартиры для 3 студенток, которых отправили учиться их родители, но при этом нагрузили их бабушкой, которая бы за ними следила. И за счет того, что у нас вышел новый набор, я все время путаюсь, как они называются, в общем, с одежоночкой, и там была Индия и Корея. И мне очень сильно нравится Корея. Я когда-то фанатела от их сериалов, сейчас перестала, но любовь в сердечке у меня осталась. И к их стилю одежды мне всегда... не то, что были вопросы, у меня были вопросы, как они это делают просто, как они это делают настолько классно. Ну, я по-другому не могу сказать, потому что вот вы попробуйте, посмотрите хотя бы один сериал, и там каждый персонаж наделен такой, во-первых, характером, понятное дело, но таким гардеробом, который настолько соответствует характеру, при том, что они не часто повторяют свою одежду, то есть каждый комплект одежды продуман до каждой мелочи, то есть до шнурков на ботинках продумано все, и это безумно красиво, безумно интересно все время их рассматривать, и понимание стиля у них немножечко другое, то есть у них какое-то такое, ну, это вот специфическое видение, то есть то, как они сочетают одежду, никто не может сочетать, мне кажется. То есть это какое-то такое воспитание внутреннее. Я не знаю, с чем это связано, но, в общем, очень круто. И нам добавили одежду из вот этого, ну как, создали комплекты, которые вот соответствуют корейской моде. Ну, такая, типа, корейская уличная мода, мне кажется, что-то такое. Не очень много, к сожалению. Я что-то рассчитываю, если честно, на больше, потому что там всего несколько ростовых и несколько там верхов и низов, ну, в общем, не так уж много, и, если честно, они как-то именно Корею сделали очень спокойных цветов, но, возможно, из-за того, что они с Индией это делали, и Индию сделали очень-очень яркой, такой, ну, классической, знаете, вот эти все сари, там, всякие платки и все прочее, росписи, то на ее фоне, как бы, Корея немножко такая бежевая, такая молочная. Мне кажется, все-таки там достаточно много ярких моментов, но в целом мне, конечно, очень понравилось, и, собственно говоря, мне навеяло построить квартиру для 3 студенток, нарядить их, собственно говоря, в новые комплекты, вот, и за счет того, что я знаю, что в Корее там такой культ не людей, в смысле детей, то есть там очень любят детей, их очень все, ну вот как-то с радостью воспринимают, когда на улицах эти миленькие детки, их всегда так одевают, как куколок маленьких, в общем, очень все позитивно именно в отношении детей, то я прекрасно понимаю, что если бы, знаете, такие взрослые люди отправили своих уже достаточно взрослых детей учиться, например, куда-нибудь в другую страну, либо даже в другой город, то при возможности они бы не отправили их в общежитие, хотя общежития, я думаю, тоже у них достаточно приличные, красивые, но все-таки это общежитие, поэтому я думаю, что они бы по возможности сняли им квартиру, но для того, чтобы обеспечить им комфорт и такой, знаете, ну не охрану, а присмотр, они бы отправили какому-нибудь бабушке с ними. Соответственно, у нас в квартире проживает бабушка, которая за всем следит, готовит кушать, убирает, стирает, готовит и вообще присматривает за девочками. И у нас 3 такие разноплановые девочки-студентки. У нас получается, ну, бабушка такая более-менее классическая, хотя если бы она была прям классической на самом деле, то надо было бы делать ее с такой короткой черной стрижкой, ну, в смысле, черными волосами, они седыми практически не ходят, то есть у них достаточно долго сохраняется, конечно, цвет волос, но это у них такая структура, в принципе, восточная. Она должна быть в спортивном костюме, в круглых очках, я не знаю, почему они вот долго держатся такими очень-очень красивыми, знаете, такие вот просто женщина красивая, видно, что она вроде как в возрасте, но непонятно в каком возрасте, а потом они резко превращаются вот в этих смешных бабулек, которые вот с этой химией
бикини на голове, в спортивном костюме куда-то идут, такие бодрые, веселые. В общем, я не знаю, как это происходит, но вот в дорамах, в корейских сериалах это примерно так происходит, и я думаю, что в жизни где-то как-то так. Поэтому я что-то такое усредненное сделала, усредненный вариант, но ее комната такая более классическая, то есть я сделала, как это называют, подиум, где кровать расположена, и кровать такая без спинок, без ничего, потому что на самом деле они спят зачастую все-таки не в кроватях, а они раскатывают на полу специальные матрасы и как бы на них спят. Конечно, в современных домах там все спят на кроватях, но большинство из них все-таки придерживаются традиции и спят на полу. Ну, вот как-то они так привыкли, и для них это не кажется чем-то таким временным. То есть это у них такое постоянное состояние, что они спят на полу. Вот. Поэтому я так сделала небольшую имитацию, плюс я поставила журнальный столик, то есть они в большинстве своем также продолжают сидеть на полу, то есть у них и столы вот эти низкие, и стульчики у них, получается, есть стульчики со спинками, но как бы они без ножек, по сути, получается, и до сих пор они сидят на этих стульчиках, поэтому немножко такую имитацию сделала, накидав подушек в комнате старшей нашей женщины, проживающей в этой квартире. Ну, в общем, ее спальня такая более-менее классическая, то есть как я себе помню вообще это дело, и что-то как-то ничего не посмотрела, просто вот взяла, начала строить, мне как-то захватила эта идея, мысль, и я не могла уже оторваться, и с таким большим вдохновением построила вообще эту квартиру. И внутренняя часть, ну как бы вот эта кухня, столовая, гостиная, она тоже такая более-менее классическая типа построена. То есть бабушка здесь, в принципе, для того, чтобы сохранять традиции. Конечно, западная культура прекрасна, девочки социализируются, это прекрасно, но нужно все-таки знать свои традиции, знать свои корни. И вот как бы эта квартира старается поддерживать вот это все, поэтому у них классический вот этот стол, где на полу надо сидеть, опять-таки. И такое более открытое пространство. Я заметила, что они все-таки не любят захламлять свои квартиры, то есть у них все очень по стеночке, очень аккуратненько, ну, не внутри, а в середине какой-то вот этот стол, либо там кровать уже расстелена, то есть нету такого количества вещей, мне кажется, как у нас, нету такого количества мебели, поэтому основная комната у них такая не сильно захламленная, даже для меня это вообще очень странно, я бы еще больше чего-то поставила, хотя я там себя все сдерживала, но какие-то там цветочки и что-то еще такое я поставила, но все-таки захламлять сильно не хотела. Но вот комнаты девочек, они уже такие более современные, они уже такие привычные, то есть какие-то уже немножко более захламленные. Плюс по поводу характеров. У нас в отдельной комнате живет одна девушка, она такая красотка, которая художник, она вся такая вот, ну, я пошла по стереотипам, она у нас такая вот немножечко самовлюбленная, любит самолюбование, но как бы она все равно со всеми остальными общается, просто живет в отдельной комнате. Возможно, ее родители платят немножко больше за эту квартиру, потому что остальные две девочки у нас живут в одной комнате. А бабушка, понятное дело, что вообще отдельно от всех живет в своей собственной комнате. Так вот, эта красотка у нас живет в отдельной комнате, она вся в таких пыльно-розовых цветах, уже с обычной современной кроватью, у нее там стол, книжный шкаф, ее мольберт, все, что нужно как бы ей для обучения. Ну, скорее всего, там дизайнер она какой-нибудь, или художник, что-то такое, в общем. Или дизайнер интерьеров, архитектор, может, что-нибудь такое. Вот, поэтому как бы все необходимое у нее есть в комнате. Остальные две девочки, одна из них такая тоже очень классическая корейская девочка с самой пышной шевелюрой, с подколотыми такими вот с боков, то есть это такая вот с некрашенными черными волосами. Она такая немножко закрытая со всеми, там, ну, с длинной юбкой, вот этот вот наряд, который в полный рост был, я ее одела, который был в превью, они все были видны, вот.
И, в общем, она такая больше книжный червь, возможно, она там на писателя учится или на преподавателя. По-моему, я ей назначила жизненную цель преподавателем стать. Вот. Она такая вот очень правильная, хорошая корейская девочка, которая, скорее всего, отучится и вернется к родителям. Они там подыщут ей хорошую партию, у нее будет там все хорошо, прекрасно в ее классическом понимании. В этом нет ничего плохого, просто вот рассказываю истории. Вот. И последняя девочка, у нас такая немножко оторва, она с крашенными уже волосами, с ярким макияжем, она такая уже более современная, она учится на музыканта, но она также продолжает жить в этой квартире, она подчиняется ее правилам. То есть она вроде такая бунтарка, но спокойная бунтарка, не сильная, за счет того, что у нее все-таки крашеные волосы, родители ей это позволяют. Потому что, в принципе, конечно, покрасить азиатские черные волосы — это такой квест, потому что у них же очень плотные черные волосы, которые осветлить очень-очень сложно. И поэтому яркие пряди, как бы, это сложно. И зачастую они красятся вот в такой вот рыжеватый цвет, в который у нас покрашена красотка. Он такой вот, знаете, коричнево-рыжий. То есть это самая частая у них покраска. То есть они либо черненькие, либо вот такой вот рыжеватый. У них считается это очень красивым. Но, скорее всего, это просто тот цвет, которого они могут более-менее добиться. Потому что, говорю, до блондинки дойти это очень сложно. Ну, то есть, как бы, конечно же, возможно, но это не одно, не два и не три осветления, и это сложное поддержание, и, в общем, это целая история. Вот. В принципе, обладатели цветных волос — это бесконечная история, как тоже обладатель зеленой шевелюры, могу сказать, что да, если особенно вы не можете самостоятельно поддерживать свой цвет, то есть вы не знаете, как вас красят, какая там, всегда есть еще какая-то формула, потому что, чтобы добиться определенного цвета, очень часто приходится смешивать несколько цветов, чтобы вот нужный оттенок был, нужно постоянно осветляться, нужно это все поддерживать, нужно определенного качества полотна волос иметь для того, чтобы этот яркий цвет держался. В общем, это целая сложная структура. Поэтому, когда вы видите человека с цветными волосами, знаете, он сильно заморочился. Очень сильно заморочился. Особенно, если это не один месяц происходит. Потому что когда такие классические блондинки красятся в едва-едва розовый, это вообще не вызов, потому что это, скорее всего, какая-нибудь безымячная краска, которая смоется за 2 раза. Ничего тут такого страшного нету. А если человек покрашен в какой-то очень яркий оттенок, и он видно, что, ну, вся голова, там все такое, это, в общем, это очень сильное финансовое вложение в любом случае. И, повторюсь, человек очень сильно заморочился, то есть он очень сильно постарался для того, чтобы вообще перекраситься. Что-то я ушла вообще не в ту сторону. Продолжим про квартиру. На самом деле, про квартиру я уже более-менее рассказала. То есть у нас 3 девушки, 3 разных характера более-менее. И вот эта, которая с яркими волосами, она у нас музыкант, я не помню, говорила или нет. Она такая немножечко необычная. У каждой из них есть свой письменный стол. У каждой из них есть какие-то там, ну, типа книжных шкафов. Я считаю, ну, как бы это важно для студента. Какие-то там вещи, свои записи хранить. Более-менее индивидуальные вот эти столы я сделала, то есть наполнение того, что там расположено, я постаралась все-таки от характера отталкиваться. И мне, кстати, очень сильно понравилась, конечно, комната вот этой нашей красотки в пыльно-розовых цветах. Как-то она так очень гармонично получилась. Причем вот комодик из сверхъестественного очень хорошо вписался. То есть он с таким бордовым и в сочетании с темно-синим, каким-то грязноватым таким синим. Потрясающее сочетание. Мне очень сильно зашло. Мне очень сильно понравилось. И в целом мне вот эта квартира, как-то она так легла на душу, я бы тоже симпатично пожила бы в этой квартире. То есть мне очень нравится, как она симпатично обставлена. Единственное, что опять эти окна, опять эти гигантские окна, которые не вписываются ни в один интерьер, что-то они мне в последнее время начинают подбешивать, если честно. Мне тут последний раз написали, что я построила квартиру в таком очень, знаете, простом стиле, то есть такой очень, там такая обстановочка очень-очень простецкая такая, а окна как бы большие, панорамные, и вообще это не сочетается.
И да, эти панорамные окна вообще не сочетаются ни с чем, кроме какого-то такого, знаете, индастриал минимализма или еще чего-то такого, но хочется как бы разные комнаты и квартиры строить, и как-то не хочется так сильно опираться на эти окна. И невозможно строить только в одном доме, там, где более-менее такие адекватные окна. В большинстве вот этих домов почему-то налепили вот эти гигантские окна. Я не понимаю, за что нам это, при том, что в Evergreen Harbor нам дали новые квартиры, но я заметила, что так мало в них строят. Ну вот, да, они какие-то вот... Не хочется в них строить, я не знаю почему. Они вроде ладненькие, и вроде у них высота потолков низкая, все прекрасно, но что-то не хочется в них строить, я не знаю почему. Я заметила, что другие симмеры тоже как-то, ну... Вот самый популярный город обычно это последний, который вышел в дополнении. Сейчас это... Как он называется? Ну, короче, который с сельской жизни к нам пришел. Вот там много строят. Всегда в Сан-Мишуна много строят. Вот в этих квартирах. Не самых удобных, ну, с какой-то стороны, не самых удобных. И которые достаточно ограниченное количество квартир. И еще, наверное... в том городе, который к нам пришел с кошками и собаками. Мне кажется, там тоже достаточно часто строят. И Винденбург, потому что он такой тоже колоритный. И все. В большинстве случаев больше ничего. А хотя городов у нас очень-очень много. Я, кстати, давненько не видела никакой постройки в вампирском городе. Может, сейчас будут эти... Хэллоуин. Надо будет, наверное, тоже что-то построить такое. И давненько не видела в этом, который пришел к нам в город с этим волшебством, когда вот эти все ведьмы к нам пришли, такое вот это. Там очень маленький городок, там, по-моему, всего 4 или 5 максимум 5, по-моему, участков, и они какие-то такие. Я вот на нем строила, на этом участке, в этом городе, еще какие-то первые свои постройки, там, по-моему, на дереве у меня был маленький домик, и все, я больше туда не ходила. Не знаю, что-то как-то надо, кстати, вспомнить. Надо как-то походить по старым городам, может быть, вдохновиться, потому что у меня с домами проблемами. Мне прям нужно вдохновиться, загореться идеей, тогда у меня получится. И вот надо, кстати, да, обратиться в старые дома. Вот. Так что на этом я заканчиваю свой разговор. Надеюсь, я вам не надоела. Приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.